Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Сегодня 28 июля. Сегодня много знаменательных событий. Это решение ФРС относительно политики, относительно ставок. Но здесь, конечно, никто и не думает насчет того, что ФРС будет ставку увеличивать в ближайшее время. Такое действие, если и возможно, оно будет только осенью, когда инфляция начнет значительный рост. И здесь речь будет идти только о тональности и только о намерениях сократить выкуп активов. Помимо этого, давайте посмотрим календарик. Сегодня выйдут данные по сальдо внешней торговли США. Сегодня же запасы сырой нефти в 17:30, когда по нефти наиболее вероятно будут движения и волатильность. Далее, как обычно, под вечер, чтобы людей не будоражить, данные ВВП РФ, объем розничных продаж. И потом в 9 часов итог двухдневного заседания ФРС и заявление ФРС, в том числе по процентной ставке. А потом пресс-конференция. Ну и далее, совсем уже когда в ночь, объем розничных продаж по России и уровень безработицы. Так, друзья, давайте перейдем к следующей теме, которая будоражит весь мир и финансовые фондовые рынки. Это, конечно же, то, что связано с коронавирусом, с развитием так называемой третьей волны. Если смотреть динамику в рамках мировых масштабов, то здесь видно, что она пока хоть и развивается, но она это делает ни шатка, ни валка. То есть здесь пошел рост, но этот рост, он сейчас на текущий момент претерпевает значительный сбой и просадку новых случаев. Если рассматривать в разбивке по странам, то что мы видим? Здесь обозначился новый лидер, это Иран, где пошел значительный рост и максимум заболеваний. В России и в Соединенном Королевстве пик заболеваний достиг максимума, и сейчас здесь просто по логике вещей должна быть какая-то просадка. Обращаю внимание, что с Великобританией Россия имеет наибольшее сходство по развитию эпидемии. И, наконец, собственно говоря, из-за чего вот это все беспокойство и обострилось, это Соединенные Штаты, где пошел резкий рост новых случаев. Их уже аж до 90 тысяч в день. Это для Соединенных Штатов достаточно прилично. Это, конечно, не пик, который был ранее, но, тем не менее, это очень значительное количество, которое способно затормозить экономический рост и отбросить назад все, что произошло хорошее за последний год. Ну и здесь вот это движение, оно идет в основном за счет южных штатов США. Ну, конечно же, новые случаи, они растут в крупных городах, в том числе и северных, в том же Нью-Йорке. Но дело в том, что предполагается, что именно не очень высокая вакцинация в южных штатах, Флорида и так далее, они послужили тем, что вот эта ситуация, она получила свое развитие. То есть создало естественный очаг инфекции, и потом поступление извне новых видов коронавируса, так называемого дельта, уже там и другие всякие наоткрывали, оно, соответственно, ситуацию только усугубило. Ну и если вот это движение в США по росту новых случаев продолжится, то американская экономика, ее восстановление начнет захлебываться. Единственное, какой здесь есть позитивный момент в том, что абсолютно четко установлено, те люди, которые заболевают, если они привитые, прививка не является стопроцентной гарантией от того, что человек не заболеет. Но тем не менее, если люди привиты и они заболевают, они гораздо на порядок легче переносят, иногда даже вообще в легкой скрытой форме. И, соответственно, если вот этот процент роста, он будет за счет привитых, то, соответственно, тяжкие последствия, они будут сведены к минимуму. И, соответственно, урон для экономики будет не такой существенный. Но здесь надо четко понимать, что здесь урон может возникнуть существенный за счет повторного локдауна. Ну и вот, если смотреть тот же Bloomberg, здесь же такие статьи, что летняя радость, она была омрачена всплеском ковида. Ну, ответственным назначили дельта штамм коронавируса, который пришел извне. Предполагается, что южные штаты, где
низкий процент привития, они послужили, скажем так, возможным инкубатором для этого дельта-вируса. Ну и, конечно же, крупные города, тот же Нью-Йорк, они также весьма способствуют распространению инфекции. Так, ну сейчас в Америке идет неделя отчетности, показывают очень хорошую, лучше ожиданий отчетность и Apple, и Microsoft, и Visa. И по идее, то есть вот то, что происходит по отчетам, оно должно было рынок просто за облака забросить. Но, однако, ситуация с коронавирусом, она не позволяет позитивной динамике на рынках продолжаться. Плюс то, что происходит в взаимоотношениях с Китаем, и то, что, конечно же, происходит на китайском фондовом рынке. Ну и сейчас, если анализировать, какое может быть решение ФРС по поводу процентных ставок, по поводу вообще финансовой монетарной политики и выкупа активов, то с учетом того ужаса, который происходит, скорее всего, я думаю, наиболее вероятно, должна быть крайне глубинная риторика, которая рынки должна удержать на текущих значениях. Ну как бы если вообще будет какой-то намек или весьма, скажем так, свободное голосование директоров ФРС и комментарии в части того, что будет сокращены выкупы активов, пораньше мы начнем процентную ставку наращивать. Ну, здесь тогда рынки могут в штопор уйти, с учетом того, что происходит в Китае. И с моей точки зрения, вот то, что мы сейчас видим, там накаляется ситуация. Заявления со стороны китайских военных в адрес Японии пошли о том, что они с ней сделают в случае, если помешает забрать Тайвань. Вот эта вся агрессия внешняя, вот эти все взывы к скрепам, они всегда начинаются, когда восстановление экономики проваливается. В общем-то, по индикаторам, которые вышли в Китае за июнь-июль, можно сделать вывод, что китайская экономика забуксовала, и весьма вероятно она либо будет в таком состоянии находиться, либо даже провалится. Собственно говоря, то, что произошло на фондовом рынке, оно является отражением того, что с восстановлением дела не задались. Вот. Ну и вся эта агрессия, которая сейчас происходит, и Соединенными Штатами, и с Индией, и там уже в адрес Японии пошли всякие разные заявления, и угрозы разбить там об стену врагов, которые помешают объединению с Тайванем. Но все это на самом деле говорит о том, что что-то пошло не так в китайской экономике. Но даже не что-то пошло не так, а те проблемы, которые были, они просто начали вылазить и давать о себе знать. И поэтому я думаю, сейчас все-таки самый главный фактор риска для Соединенных Штатов и для мировой экономики — это то, что происходит в экономике Китая и что она по сути сейчас балансирует над пропастью. Но даже если она сейчас над пропастью не балансирует пока, в ближайшее время мы к этому вопросу вернемся и уже очень плотно. Так, друзья, давайте посмотрим китайский фондовый индекс. Ну, мы видим, что фактически вот в эту область мы вернулись, это месячный таймфрейм. Единственное, что здесь осталось, 4500-4600 хорошо бы отработать. Если 4500 пробито не будет, то после консолидации в этом диапазоне мы вполне можем увидеть коррекционный отскок. Однако, обращаю ваше внимание, во-первых, здесь разворотная формация произошла с моей точки зрения. Это еще в марте, этот процесс начался в марте-феврале. Вот, сейчас, если не будет в течение 1-2 месяцев отскока из этой области, то, соответственно, мы увидим следующий транш движения. И здесь уже цель будет возврат на 3800-3850. Опять же, состояние китайской экономики и перспективы ее роста и дальнейшего восстановления, она с фундаментальной точки зрения указывает на то, что вот это движение, оно назрело. Оно назрело, и оно весьма вероятно может произойти в ближайшее время. Так, друзья, далее давайте перейдем к американскому фондовому индексу S&P 500, SFD на фьючерс, дневной таймфрейм. Ну и мы видим, что сегодня есть попытка консолидироваться и прекратить
цикл падений, который тут уже начал было развиваться. Ну, критерий очень простой, 4350. Соответственно, если этот уровень не пробивается, все эти откаты будут выкупаться и будет здесь происходить консолидация. Что касается движения в американских индексах, я вчера в вечернем видео подробно эту тему рассмотрел. Кому интересно, можете глянуть. Ну или вот, по крайней мере, в телеграм-канале вот я здесь основные моменты расписал. То, что связано с американским фондовым индексом, 4 индикатора, 4 ключевых индекса США. И то, что ждет Россию, мое видение в части недвижимости, новостроек и, соответственно, акций застройщиков. Так, друзья, ну если здесь переходить на часовик, то вот в ближайшие часы мы можем увидеть коррекционный отскок с целью вернуться в район 4400. С учетом заседания ФРС волатильность будет сегодня, скорее всего, ого-го. Вот. Но главное, чтобы в результате этой волатильности 4350 устоял. Так, друзья, далее нефть Brent. Конечно, ситуация с ковидом, она не дала нефти сходить на 80 и 94. Ну, еще у нас сезон ураганов предстоит в Соединенных Штатах, который может ей перемогой послужить. На текущий момент часовой таймфрейм по Бренту, соответственно, вот отработали эту траекторию движения. Сейчас здесь наиболее вероятно разовьется коррекционный откат, у которого цель движения будет вот сюда, вот на 74,2. Если в ближайшее время, в ближайший час-два не пойдет пробитие 74,6, то весьма вероятно вот этого коррекционного отката сегодня не будет, и будет долбежка в уровень 74,9, 75, попытка его пробить и, соответственно, отсюда повторить движение на 76,2 и потом 77. Несмотря на все страшные новости по ковиду, то, что касается нефти, ситуация в большей степени указывает на то, что вполне, как это ни парадоксально, возможно тестирование и пробой вот этого значения. Но сегодня еще 17:30 данные по запасам в США. Здесь есть определенная интрига, потому что, несмотря на высокий автомобильный сезон, запасы начали сбоить и расти. И поэтому, с моей точки зрения, было бы логично сейчас постучаться в 75, возможно его немножко пробить и потом к 17:30 сходить, потестить вот это значение, может быть даже пониже. Так, друзья, далее эфириум. По эфириуму наметилось движение наверх. Первая цель 2371. И на самом деле целей у него вверху очень много. Пока, судя по всему, поток капитала сосредоточен на биткоине, поэтому эфириуму расти не дают. По биткоину там единственный какой момент. Вот у нас в ближайшее время должно произойти пробитие 40500. Если это пробитие будет, это очень хорошо. Если последует коррекционный откат с пробитием 38500, то сами видите, здесь двойная вершина, и это может привести к коррекционному откату на 34200. Так, друзья, далее VIX, индекс страха и волатильности, ужас-ужас, часовой таймфрейм беру. Но смотрите, здесь на текущий момент начал он расти лесенкой, двигаться наверх. Цель движения здесь находится на 25-24,9, вот здесь вот. Сегодня, я думаю, здесь будет либо консолидация в достигнутых значениях, либо продолжение роста, ну хотя бы куда-то сюда, на 22. Связано это с ожиданием заседаний ФРС. По идее, если там никто из директоров ничего не ляпнет, после заседания ФРС должен пойти откат и попытка спуститься ниже 18,5. Так, друзья, далее золото, мое дорогое и любимое. Здесь, в общем-то, отбились в очередной раз от вот этого диапазона 1792-1794. Ну, как видите, все вот эти самые движения, которые приводят к просадке, они выкупают вот как раз ровно из этого диапазона, и причем очень активно. То есть золото держит выше этого значения. Ну, видимо, ровный уровень 1800, все как бы на него ориентируются, стопы собирают, и поэтому где-то вот здесь вот происходит торможение, снижение, набор позиций и дальнейший рост. Первую цель движения
в районе 1805 мы выполнили. Соответственно, сейчас, если будет диапазон 1800-1802 вот этот удержан, нас ждет движение сначала опять на 1806 сюда, потом на 1814. Но сегодня золото будет прыгать, потому что заседание ФРС, я думаю, до 3 часов, если мы вот этот уровень не пробиваем, будет движение наверх, потом пила, и по факту заседания ФРС, если там будет, да там в любом случае оно должно после заседания ФРС начать расти, кроме того случая, когда они объявят о том, что они повышают ставку. Поскольку такая ситуация маловероятна, я думаю, сегодня после пилы золото выйдет на рост. Так, друзья, далее серебро, дневной таймфрейм. Да, по серебру ситуация очень сложная, неоднозначная. Ну, мы с вами, когда в субботу разбирали позиции SOT SFTC, там был рост у спекулянтов позиций по золоту и снижение по серебру и платиноидам. Почему такая кака идет в серебре? Я думаю, это связано с тем, что буксует восстановление, не восстановление даже, а развитие зеленой энергетики. Оно связано с тем, что сейчас получилась такая нехорошая ситуация, когда Соединенные Штаты с Китаем, несмотря на взаимно растущий товарооборот, они начали конфликтовать между собой. Не стоит думать, что вот они там от нечего делать в носу поковырялись и решили как барашки на мосту посталкиваться. Нет, дело не в этом. Дело в том, что у Китая замедлился рост. И Китай начинает предпринимать, судя по всему, коммунистическая партия механически начинает предпринимать те действия, которые, по ее мнению, в этой ситуации минимизируют просадку и падение, которое может в любой момент развиться. Вообще все вот эти столкновения и выяснение отношений, они происходят, когда что-то не так с экономикой. Когда с экономикой совсем не так, то весь фокус внимания переходит на так называемых внешних агрессоров, на противодействие суверенитету страны и так далее и тому подобное. Вот мы сейчас с Китаем начинаем, к сожалению, наблюдать развитие этой ситуации, и здесь не надо думать, что вот там они, скажем так, какую-то временную вольность себе решили разрешить, или что это происходит в силу того, что у них там какие-то амбиции кипят. Нет, здесь беда с экономикой наступает, и поэтому выяснение отношений. Вот. Почему я опять вернулся про Китай? Дело в том, что основная масса солнечных панелей, для которых нужно серебро, и как раз новый цикл роста серебра, он связан именно с тем, что серебро на текущий момент активно используют в солнечных панелях. Вот этот процесс производства и поставки солнечных панелей, он забуксовал. Соответственно, на серебро из-за этого и идет вот такое вот снижение. Нехорошее, неприятное, но ничего тут не поделать. А если рассматривать варианты развития сценария по серебру, то у нас обрисовался локальный уровень, который 24,5. Соответственно, если его до боя сегодня-завтра, ну сегодня, потому что сегодня заседания ФРС не будет, то нас по серебру ждет отскок коррекционный. Цель этого отскока для начала 25,3. И потом у серебра накопилась следующая цель движения, это 26,15. Если здесь удержится, то дальше рост, рост, рост и только рост. Если сегодня здесь возникает пробой 24,4, 24,35, то у нас есть следующая цель движения, это диапазон 23,73, 23,5. Вот. Но если и здесь будет пробито, тогда по серебру неминуемо произойдет откат вплоть до уровня 21,5. Ну, 22,9, 21,9, потом 21,5. Повторюсь, по серебру вот эта ситуация, с моей точки зрения, она связана именно с тем, что и возникли, и, возможно, в ближайшее время усугубятся проблемы, связанные с производством и поставкой солнечных батарей. Так, друзья, далее палладиум. Палладиум тоже буксанул. Не зря спекулянты распродавали палладий. Но по палладию мы с вами видим, ситуация схожа с серебром. Она, правда, не такая страшная. Здесь уже вот-вот по палладию должен произойти отскок
сначала на 2690, потом повыше, вот сюда, вот в район 2800. Ну и здесь тоже четко, как у серебра, есть цель, это 2570-2550. Вот если этот диапазон сегодня проламывается и под ним происходит закрепление, то нас ждет по палладию движение в район 2450 для начала. И потом просадка вот сюда, вот на 2320. Друзья, ну платина, она прямо как под копирку. Здесь удержание уровня 1040 ведет к отскоку. Но правда здесь сразу цель более масштабная. Это 1120. То есть здесь по сути, если будет отскок, это 5-10% в легкую будет сделано. Если здесь возникает пробой, то весьма вероятно, ну первое торможение это в районе 1000. И второе это соответственно движение на 950. Вот платина достаточно уверенно смотрится, по платине вполне может технически развиться отскок. Не знаю как палладий и серебро. Палладий, наверное, в большей степени, серебро в меньшей степени. По серебру либо небольшой отскок, либо консолидация. Вот. Но в плане отскока платина она смотрится наиболее сильно. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Сами видите, какая здесь ситуация на дневочках. Легли на вот этот сильный уровень, на диапазон. Пробой его не произошел. Сегодня в связи с заседанием ФРС обязана быть высокая волатильность. Я думаю, тестирование на прочность вот этого уровня 74,1 будет. Если здесь возникает пробой, следующая цель находится в районе 74,5. Если все-таки в результате отката, а сегодня еще и размещение ОФЗ, будет пробито значение 73,5, то здесь нас ждет укрепление рубля. Цель этого укрепления находится на 73,25. Такое движение возможно только в том случае, если нефть улетает в район 76,2 и выше. Во всех иных случаях, я думаю, либо консолидация в этом поджатом диапазоне, и вечером весьма вероятно мы можем увидеть движение на 74,1. Ну и плюс, если возникает крайне глубинное и нежное заявление доктора Пауэлла, то мы несомненно на этом можем увидеть движение на укрепление рубля в диапазон 73,25. Так, ну и часовик по рубль-доллар указывает на то, что сейчас с высокой степенью вероятности разовьется движение. Первая цель этого движения 73,95 и потом попытка сходить и закрепиться на 74,1. Но идея не срабатывает, если отсюда идет движение вниз на укрепление рубля и пробой значения 73,6. В этой ситуации весьма вероятно мы столкнемся с укреплением рубля на 73,25, 73,3. Друзья, основные инструменты, основные новости. Спасибо за внимание, успешных торгов.